для меня художники — это не только их искусство, но и их путь, их личность и какие они. Самая дорогая твоя работа, за сколько она продалась? Прям хочу рисовать, и я не могла с собой ничего сделать. Что ты хочешь передавать через свое искусство сегодня? То есть какая, может быть, главная творческая миссия у того, что ты творишь? Безусловно, те вузы, куда мне хотелось поступить, это были одни из самых классных вузов в Америке. Помнишь ли ты свои чувства, когда ты видела свои работы? Всем привет! Меня зовут Таня. Это подкаст V-Stories, пространство, где женщины делятся своими историями, находят внутреннюю силу и вдохновение. Привет, меня зовут Вика. В подкасте мы говорим по-дружески о карьере, материнстве, творчестве, переменах в жизни и свободе быть собой. Сегодня у нас в гостях прекрасный человек Оксана Ковальчук. Она художница, мама 3 детей, выпускница художественной школы в Нью-Йорке, также участница выставок в Нью-Йорке и по всей Америке. Когда-то она работала в HR, училась в Великобритании, а сегодня помогает миру стать немножечко красивее через свое искусство. Мы сегодня затронем очень много интересных тем, а именно поговорим о путь с HR в искусство и, в принципе, поговорим о точке опоры, да, как находить себя и находить понимание, как перестраиваться с одной карьеры в другую. Мы также затронем тему, где искать вдохновение и как, в принципе, Оксана становилась художницей, потому что это достаточно такой интересный путь. Поговорим про материнство, потому что это, конечно же, очень важно для каждой женщины. Это отдельная карьера, я бы даже сказала. Да-да-да. И как, в принципе, балансировать между материнством, карьерой, творчеством и, в принципе, находить энергию. И, конечно же, возможно, Оксана нам расскажет, в принципе, какие-то инсайты, которые мы можем использовать для поддержки для себя или других женщин. Супер. А перед тем, как погружаться во все эти темы, про которые рассказала Таня, мы начнем с блица. Расскажи, пожалуйста, какая твоя любимая художница и какая вообще художница повлияла на тебя и на твое творчество, и на твою жизнь? Сначала хочу сказать всем большой привет. Я Оксана Ковальчук, девочки Таня. И спасибо огромное, что пригласили меня сегодня в эту беседу. Мне очень приятно. Готова поделиться, ответить на те вопросы, на которые смогу ответить. И переходя к блицу, много художников на самом деле, перечислять их, наверное, нет смысла никакого, но я выделю одного человека. Вообще, в принципе, скажу так, для меня художники — это не только их искусство, но и их путь, их личность и какие они. И, наверное, я бы выделила одну художницу, архитектора Заху Хадид, которая на меня очень сильно повлияла, которую я прошла достаточно активный, очень выдающийся путь от того момента, когда никто не хотел принимать ее, никто не признавал. И вообще считалось, что женщина в мире архитектуры не имеет того веса, той ценности, которая могла бы быть. Она доказала обратное, прошла гордо этот путь, создала себе свои возможности и сделала так, что мы имеем возможности наблюдать за ее искусством везде, где оно представлено. И мне кажется, это очень классно. Здорово. Можешь рассказать про страну, в которую ты мечтаешь поехать, или куда ты хочешь вернуться, прям твоя любимая? Никогда не была в Африке, и мне интересна эта страна. Не только как страна, но и как источник прекрасных художников, очень талантливых, очень самобытных. Ту страну, в которую бы я хотела вернуться, это Коста-Рика. Здорово, я как раз хочу в Коста-Рику поехать, надеюсь, в этом году, поэтому, да, я тебе напишу за рекомендациями. Да, с удовольствием поделюсь. А можешь рассказать, что тебя вдохновляет каждый день из каких-то, может быть, обычных вещей, которые ты видишь ежедневно, встречаешь в своей жизни ежедневно?
скорее всего, это визуальные вещи, которые я вижу вокруг себя, какие-то образы, какие-то цвета, какие-то формы. Я обычно работаю в проектах и живу в этих проектах. И когда я погружаюсь туда, то концентрация и фокусировка внимания происходит непосредственно на то, в чем ты живешь, чем я живу. Соответственно, это может быть все что угодно. Я смотрю фильм какой-то, и меня цепляет какая-то сцена. Я иду в театр, я могу там что-то быстро сфотографировать, чтобы запомнить какой-то образ, сохранить. Я могу проезжать где-то по дороге, остановиться, внезапно увидев там то, что мне может пригодиться в моем проекте. То есть я могу клип смотреть какой-либо и тоже каким-то образом это потом инкорпорировать в своей деятельности. А расскажи, пожалуйста, что помогает тебе перезагрузиться? Смена деятельности. И вообще, наверное, уехать вот с той рутины, в которой я нахожусь. Желательно с одной, либо с супругом. Даже если у нас не получаются какие-то длительные путешествия, то порой мы можем уехать в выходной на полдня куда-либо в ближайшее время, благо у нас очень много интересных мест, горы и океан, и Нью-Йорк, Манхэттен совсем рядом, поэтому выбор велик в зависимости от настроения, в зависимости от того, какие впечатления ты хочешь получить. Мы уезжаем, и я могу уехать, просто перезагрузиться, просто провести время в удовольствие, ни о чем не думая и просто гуляя, побыть собой. Расскажи, пожалуйста, что для тебя твоя внутренняя опора? Ну, наверное, я бы сказала, это моя семья. Моя семья – это мой супруг, который поддерживает меня во всех моих начинаниях, самых сумасшедших, безумных, возможно, тех, которые никто бы не поверил, а он верит всегда. Это мои родители, которые изначально, оглядываясь сейчас назад, поддерживали меня всегда. Мои дети, которые мной безумно гордятся, в чем было мое очень большое удивление, но они реально гордятся мной, тем, что я добилась, что я делаю. И это, конечно, очень сильно помогает, поддерживает и является большим мотиватором. Хорошо, тогда мы начнем с нашей ключевой темы сегодня. Как начинался твой путь перемен, когда страшно, но уже невозможно откладывать? И первый вопрос – это расскажи, пожалуйста, как складывалась твоя жизнь, твоя карьера до искусства? То есть ты работала в HR, расскажи немножко, что ты конкретно делала? Здесь я бы подошла с другой стороны, потому что сначала было искусство, потом был HR, а потом было опять искусство. Потому что в искусстве я жила все свое детство, я занималась все время, я ходила в какие-то кружки, я закончила художественную школу, я участвовала в театральных проектах по декорации сцены, по строению костюмов, изготовлению и их дизайну. То есть я не могу сказать, что заново начав карьеру как художник, это было прям с нуля. База у меня была и очень хорошая, технически, академически. Это была прекрасная основа. Но на какой-то момент... Да, такой вопрос, почему ты оказалась именно в HR? То есть почему ты не пошла сразу же в искусство, а пошла в HR? Да, это другая ветвь моих интересов. Я, учась в художественной школе и развиваясь в этом направлении, параллельно еще училась в математических школах и классах, имея специализацию в этом направлении. И в определенное время я оказалась в классе с экономическим уклоном. Это так называлось тогда. Когда у нас были дисциплины, к нам приходили преподаватели из лицея или колледжа, я не знаю, как правильно это называется, и они начитывали нам определенные дисциплины, которые потом шли в диплом и уже могли перезачитываться в тех учебных заведениях, куда мы поступали впоследствии. В
том числе у нас была психология делового общения, в которую я влюбилась, и мне она была бесконечно интересна. В тот момент времени я жила в маленьком городе Казахстана, где психологию никто не знал, никто не слышал. И вообще это казалось каким-то странным предметом профанацией. Но я влюбилась и доказала своим родителям, что мне очень надо получить образование психолога. На что у нас с моим папой был договор, что я получаю образование психолога, они мне дают такую возможность. Но параллельно я получаю еще образование экономиста, чтобы если вдруг в психологии у меня не выстрелит, чтобы мне было чем заняться и на кусок хлеба я могла заработать. Да. Поэтому я училась параллельно на 2 факультетах. Первый был психология, второй был вечерний. Это была экономика. Заканчивала я их вместе. И уже к моменту окончания института я понимала, что в психологии мне очень интересно направление социальной психологии, трудовой психологии, инженерной психологии. И как применение психологии, наверное, в очень практичном таком своем виде, я рассматривала работу HR. Опять же, скажу, что в тот момент времени училась я в Омске. А это не было очень распространено, и это не было очень просто, но волей случая я попала на практику на предприятие, коучевый завод, завод, который связан с нефтеперерабатывающими продуктами. И завод на самом деле умирал, и я участвовала в программе, разрабатывая программу преемственности для того, чтобы привлекать свежие молодые кадры в производство, куда не очень хотелось им привлекаться. И таким образом начался мой путь в HR. А можешь рассказать, что стало таким триггером для тебя, для перехода в искусство обратно? Было ли у тебя вот какое-то такое ощущение, что если ты не перейдешь, то как-то предашь себя, предашь ту идею, которая у тебя есть, и ту мечту, может быть, которая у тебя сформировалась? Давайте так, мы будем разделять. Есть переход в искусство как хобби, и ты воспринимаешь это как хобби и делаешь какие-то арт-проекты или просто пишешь, рисуешь что-то для себя, для души. Или арт как профессиональная деятельность, когда ты этим занимаешься, строишь в этой области карьеру и уже двигаешься планомерно, развивая свои проекты. Соответственно, сначала возник арт как хобби. Я жила уже на тот момент времени в Москве, работала HR в голландской компании «Нутриция», это детское питание, которая впоследствии вошла в холдинг Danone. Была беременная первым своим ребенком. И на какой-то момент времени я поняла, что я хочу рисовать. Прям хочу рисовать. И я не могла с собой ничего сделать. И я сказала супругу, я хочу рисовать. И он сказал, иди рисуй. Но у меня не складывалось, чтобы я села дома, что-то начала, что рисовать, и зачем это рисовать. И вообще я не понимаю. И уже к тому моменту времени я кисть в руки не брала очень давно. И я нашла арт-студию, и ходила практически каждый день. И занималась там рисунком, живописью, композицией. Делала это, наверное, на протяжении 5 лет. На момент переезда нашей семьи в Штаты я не могла найти работу. Нет, не так. Я не могла пойти на работу, потому что у меня не было визы, которая позволяла бы работать. Но я могла пойти учиться. И мы приняли решение, что как не в Нью-Йорке, стать профессиональным художником. И решили с моим супругом, это было такое достаточно непростое решение, что я буду двигаться в этой области. И таким образом произошел возврат блудной дочери.
Да, в арт-среду. Да, очень здорово, что твой супруг тебя поддержал в этом решении. А можешь рассказать еще, каким образом ты готовилась к этому переходу и условно к этому обучению? То есть планировала ли ты как-то финансы, эмоционально, временная, может быть, какая-то подготовка была? Потому что все равно, я думаю, любое обучение — это большие инвестиции во всех смыслах. И интересно, какая подготовка была до этого? Безусловно, те вузы, куда мне хотелось поступить, это были одни из самых классных вузов Америки. Конкурс туда был очень высокий, и мне нужно было выдержать эту конкуренцию, и я понимала это прекрасно. Но, наверное, я не знала всех тонкостей в тот момент времени, и мне было не так страшно, как было бы, наверное, страшно сейчас, зная то, что я прошла. Вот. Так как мне не было сильно страшно, я решила, почему нет. Я поступала сразу, то есть я пропустила среднюю ступень бакалавриат, и я сразу претендовала на мастера и выбирала те программы, которые соответствуют моим ожиданиям и требованиям. Но нужно упомянуть, что в тот момент времени у меня уже было 3 ребенка, и самый младший из них только-только родился. Соответственно, это, как я уже сказала, было серьезное решение, потому что оно затрагивало абсолютно всю нашу семью, и финансово, и с точки зрения организации нашего быта, организации наших детей. Соответственно, мы просто планировали это заранее, обсуждали это, готовились к этому. Я, конечно, до последнего не верила, что это случится, поэтому, как-то не верила. Вот. Когда это случилось, это, конечно, было непросто, но мы это прошли, все справились, все живые. И это было очень интересно, очень классный опыт. Напомни, пожалуйста, в какой школе ты училась в Нью-Йорке? Это School of Visual Arts. Это достаточно большая школа, где я закончила факультет Fine Arts и получила мастер's degree. Оксана, помнишь, кстати, свою первую проданную работу? Первую мою работу купил фонд Йоко Ни. Это женщина, которая у нас здесь в Виленсбурге, у нее есть свое пространство, где она делает разные выставки. В том числе у нее есть свой фонд, где она поддерживает художников. И первую работу мою приобрела она в свой фонд, чем я очень горжусь, потому что это классно. Фокус мой лежит на мероприятиях, где я могу получить гранты, где я могу получить какую-то оплату за участие в проектах, или меня приглашают в эти проекты и оплачивают мое участие там. То есть это немножечко другой фокус, где я существую, куда я двигаюсь. А можно, в принципе, определить, не знаю, там самая дорогая твоя работа, за сколько она продалась, или это тоже очень субъективный вопрос? Это все зависит от материала и зависит от количества труда, сколько ты вкладываешь туда, и размера этих работ. Варьироваться может от, не знаю, нескольких сотен долларов до нескольких тысяч долларов. У меня нет экстремли дорогих работ, потому что я еще все-таки не настолько представленный и знаменитый художник, потому что это тоже закладывается в стоимость работы. Поэтому все мои работы, наверное, диапазон до 7 тысяч долларов. Давай вернемся немножко назад. Очень интересно, какие экзамены ты сдавала в художественную школу, когда поступала? Был ли какой-то отбор? В общем,
как именно происходил вот этот процесс того, что ты подавала туда документы? Художественные школы в Америке, они, это я бы назвала по-русски, это институтами, да, это колледжи. Процесс application, он достаточно стандартный. Ты пишешь эссе о том, почему ты хочешь к ним попасть. Ты готовишь портфолио, которое ты им отправляешь онлайн. То есть у тебя первый этап полностью весь онлайн. Ты обязательно пишешь свой artist statement. И я, так как иностранный человек, должна была еще сдать TOEFL. И это прикладывалось тоже к тем документам, которые шли в application. Затем я получала ответ. И следующим этапом, если я прошла первый этап, был этап интервью. У меня получилась немножко длинная история, потому что я прошла интервью, меня позвали, и я попала на следующий этап. И затем у меня пришло письмо, что я оказалась в вейт-листе. На момент уже начала учебного года ко мне вернулись, и я прошла еще дополнительно собеседование. Затем я получила приглашение и начала свое обучение. Оксана, расскажи, пожалуйста, про свою первую выставку. Помнишь ли ты свои чувства, когда ты видела свои работы? Они бывают разные. Они бывают групповые, но мы сейчас говорим о моей первой сольной выставке, где я была представлена только одна. Делала я его под кураторством другой японки Киоко Сато. Она нашла платформу, площадку. Это была галерея при китайском консульстве, нон-профит организация, которая поддерживала художников-азиатов. И под эгидой того, что она из Японии, а я из Казахстана, мы, собственно, сделали такой проект. Проект очень интересный был, он был очень эпатажный, потому что я затронула темы христианства и провела параллели между иконами, как проводниками в потусторонний мир, и диджитал-экранами, которые точно так же, как в Средневековье, находятся практически, не практически в каждом доме сейчас, и находятся и являются своего рода другими проводниками в другое пространство. Чувствовала бесконечную усталость на момент открытия выставки, потому что это была, конечно, колоссальная работа. Я думала, что мне будет немножко тревожно и страшно, потому что это была первая сольная выставка, но на эти эмоции у меня не осталось места, времени, потому что это было занято другим. Но это было классно. Пришло очень много людей, был такой большой резонанс и интерес к выставке. Это, конечно, всегда здорово, всегда подстегивает и мотивирует. Кстати, интересно, твои работы, над которыми ты еще работаешь, ты можешь сырую версию показать еще кому-то? Или обычно это не практикуется, то есть только финальное уже на выставке? Я показываю свои работы. Как я уже говорила, обычно я работаю в проектах, поэтому обычно, когда мы обсуждаем какой-либо проект, то в этом присутствует, скорее всего, микс тех работ, которые уже есть и существуют, и те, которые планируются, или те, которые еще в процессе своей работы. Можешь рассказать чуть подробнее, как выглядит твой обычный день работы художницей, назовем это так? С кем ты взаимодействуешь? Есть ли у тебя агент? И вообще, как строится весь этот день? Арт для меня — это профессиональная деятельность. Соответственно, я работаю каждый день. Вообще работа художника, она очень похожа на работу стартапа. Ты делаешь свой продукт, ты его упаковываешь каким-то образом, ты его рекламируешь, ты выходишь на маркет, ты его пиаришь, при этом ты должен быть обязательно в соцсетях, ты должен присутствовать, ты должен строить свой нетворкинг, ты должен делать все. Что делаю я? Обычно я планирую на месяц. Я вношу в календарь все необходимые мероприятия, которые я не могу избежать. И исходя из этого, вот у тебя там
твой план выстраивается. Я не могу сказать, что он у меня каждый день один и тот же, потому что вот эти мероприятия, они каждый месяц разные, и они зависят от того, что у меня сейчас, какие активности происходят. Когда я стала заниматься артом как с точки зрения профессионального подхода, я была очень удивлена, что это очень-очень большой миф, потому что хочешь ты или не хочешь, контракты у тебя подписаны, успеть ты должен вовремя, и нравится тебе или не нравится, ты должен сделать все, что ты запланировал, в срок, успеть это доделать и показать, потому что иначе с тобой не будут работать. Я веду параллельно, например, несколько работ. Если я понимаю, что у меня вот здесь ступор, и я не могу сделать какую-то вещь, или у меня не идет, не приходит, не найдено что-то, я переключаюсь на другую работу. Бывает так, что вот вообще ничего не идет. Я говорю, окей, fine. Я сажусь и делаю письменную работу, потому что ее тоже очень много, потому что художник сейчас в современном мире это не только про визуальную часть, это, безусловно, еще и про ту часть, которая касается описания, написания. У меня нет каких-то нормированных графиков. Я не могу сказать, что я вот каждый день приезжаю в 9, уезжаю в 6, потому что очень много мероприятий туда вписано. А можешь еще рассказать про нескольких людей, буквально, может быть, коротко, про тех, с кем именно ты взаимодействуешь? То есть это кураторы выставок, это еще кто-то, есть ли у тебя, например, агент? У меня есть пара помощников, которые мне помогают с соцсетями, с продвижением моего искусства, с которыми я обсуждаю свои проекты. У меня, безусловно, очень плотное взаимодействие с теми людьми, с которыми готовится выставка, в зависимости от проектов. Например, возвращаясь к той выставке, которая будет в апреле, я, безусловно, общаюсь с руководителем арт-центра, с куратором этой выставки, и мы находимся в постоянном контакте. И, наверное, вопрос, это мой любимый вопрос из всего подкаста, который хочется очень сильно задать. Расскажи, пожалуйста, что ты хочешь передавать через свое искусство сегодня? То есть какая, может быть, главная творческая миссия у того, что ты творишь? Очень сложный вопрос, очень глубокий вопрос. Начнем с того, что я уже сказала, я работаю над проектами. Проекты, они концептуальные, они имеют под собой основу. Мой процесс выстраивается таким образом, что сначала я придумываю тему, над которой я хочу подумать, над которой я хочу поговорить, в которую я хочу привлечь зрителей, быть со мной в диалоге и порассуждать, подумать, возможно, о том, что мне интересно, и, возможно, будет интересно им тоже. Соответственно, сначала я очень много читаю, изучаю, пишу и, собственно, создаю ту концепцию, над которой я буду работать, на бумаге. Она сначала возникает там. Затем я перехожу к визуальной части, разрабатываю визуальный проект, какой он будет, что там будет присутствовать, и начинаю уже над ним работать. Так как у меня психологический бэкграунд, мне всегда очень интересно подходить к вопросам с точки зрения психологии и связывать свои проекты с психологией. Темы, над которыми я работаю, очень глобальные и большие, которые, наверное, касаются практически каждого. Это проблемы адаптации, трансформации. До этого я работала над темой мигрантства, и, в принципе, я продолжаю жить в этой теме, потому что хотим мы или не хотим, с переходом в век искусственного интеллекта мы все оказались иммигрантами, нам всем надо теперь проходить адаптацию и трансформироваться под новые условия. Вот, не знаю, ответила я на вопрос или нет.
Да, я думаю, что когда ты вот именно подсветила темы иммигрантства, трансформации и так далее, это как раз-таки, наверное, самая суть вот этого ответа. Да, здорово, спасибо большое. Хотелось бы еще спросить, встречалась ты, в принципе, с критикой? И если да, какая самая жесткая критика была у тебя и как она на тебя повлияла? Я, наверное, счастливый человек. Не было, не могу сказать, чтобы была какая-то критика или что сильно на меня повлияло, или у меня была очень теплая атмосфера, когда я училась, и вообще везде. И когда я была ребенком и училась в художественных заведениях, и потом, когда я училась здесь, уже в Америке, здесь совсем по-другому строятся взаимоотношения, наверное. Даже если тебе хотят что-то сказать, подсказать, раскритиковать, в институте это происходит очень мягко и даже порой непонятно, что тебе там вроде как это должна быть критика, а тебя еще и хвалят, какой ты молодец, и только вот здесь немножко надо подправить или что-то докрутить. Вот. Каких-то травмирующих и вот жестких вещей у меня не было. Очень приятно это слышать. Это вдохновляет. Пробовать что-то новое. Ты вот уже, в принципе, рассказала, как ты планируешь свой день, что обязательно ты добавляешь все мероприятия, тоже связанные с детьми, в календарь, чтобы была общая картина, что вообще происходит в жизни. Есть ли у тебя какие-то правила или практики, которые спасают от выгорания? Это хороший вопрос. Я не могу сказать, что я успешно это делаю. У меня чаще не получается, чем получается. Но, наверное, то, что работает у меня, это выстраивание границ. Когда я отделяю одни области от других, или я понимаю, что вот я сейчас пришла в совершенно разобранном состоянии, и я понимаю, что еще вот меня немножечко сейчас вот так вот тронут, и я взорвусь. И, соответственно, я когда прихожу в таком состоянии, я всем объявляю, что я очень расстроена, что у меня настроения нет, что маму лучше не трогать, и дать маме полчаса прийти в себя, и потом уже обращаться со своими вопросами и проблемами. Ну, вообще, это на самом деле, если мы говорим про детей, это, наверное, тренировка такая целенаправленная, когда ты говоришь, что мама – это не твоя собственность, а мама – это отдельный человек, у которого есть свои эмоции, у которого может себя плохо чувствовать, который имеет право побыть один. И просто я стараюсь об этом говорить, напоминать, что когда мне нужно мое личностное пространство, что оно мне необходимо и желательно его не нарушать. Но, как я уже сказала, не всегда это бывает успешно, потому что дети – это дети. Оксана, можешь поделиться, вот, предположим, хотела бы ты, чтобы твои дети пошли в искусство, или ты бы предпочла, чтобы они выбрали какую-то более, не знаю, надежную профессию, например, IT, HR или что-то такое? И почему? Ну, так как мы живем сейчас как иммигранты, эмигрировавшие из старого общества в новое общество, я не знаю. Я не знаю, я не могу ответить на этот вопрос. Я следую за детьми, я бы сказала так. За их сферами интересов и за их желаниями. Если, например, у меня, я сейчас говорю абстрактно, ребенок, который, как я, в 4 года взял кисть в руки и сказал, я хочу рисовать, и что бы ни происходило дальше, до 15 лет у него отобрать эту кисть невозможно было ни при каких обстоятельствах, то я бы сказала, что да, этот ребенок, он, по крайней мере, должен попробовать
двигаться в этом направлении. Если у меня ребенок, который занимается программированием, он занимается каким-то спортом, ходит и интересуется там, кулинарией или еще чем-то. И потом на какой-то момент времени он говорит: «Мам, я как ты хочу быть художником». Я понимаю, что это немножко другие вещи. То есть это зависит. Но здесь вы абсолютно правы, что затронули другой вопрос о том, надежна ли эта сфера или ненадежна. И это еще очередной миф о художестве, потому что искусство, оно уже на самом деле имеет в том числе и очень прикладной характер. Если мы говорим об арте, то это как бы вот огромный пласт, который ты изучаешь, а потом ты выбираешь какое-то отдельное направление, в котором ты развиваешься, действуешь и строишь свою карьеру. Здесь нужно понимать, что если тебе интересен арт, чем ты хотел бы заниматься там? Это дизайн, это иллюстрация. Прикладных сфер огромное количество. Поэтому здесь это очень зависит от ребенка. Но если я увижу, что сфера его интересов очень сильно в этом направлении развивается, двигается, ему нравится, почему нет? Мне кажется, большое количество женщин чувствуют вот этот зов к творчеству, но боятся начать. А что бы ты посоветовала, может быть, какие-то 2-3 ключевых шага, с чего начать вот это погружение в искусство? Первое, что бы я сказала: если хочется, надо делать. Обязательно. Не обязательно сразу делать из искусства свою карьеру и выстраивать профессиональный путь. Можно просто внедрить арт как хобби и начать заниматься в каких-то арт-студиях, попробовать вообще, что это такое. Плюс, вообще перед этим я бы, наверное, порекомендовала просто походить по галереям, по музеям, посмотреть, почитать какие-то источники, но не научные, очень простые, очень легкие, интересно написанные. Сейчас, я уверена, очень много литературы, которую можно подобрать, просто внедриться в эту сферу, посмотреть, насколько она интересна, насколько она близка, походить на выступления художников, послушать про их пути и их развитие карьеры. Наверное, вот такие шаги я бы порекомендовала. Очень здорово, спасибо тебе огромное. Ты рассказала про тот путь, который ты прошла мне кажется, от детства в искусстве, потом в HR и потом снова в искусство. Вот. У тебя классно получается совмещать карьеру детей, вдохновение и такую внутреннюю свободу. Мне кажется, это нормально признавать, что не всегда все идеально. Мне кажется, нет людей, у которых все идеально и получается все, и это тоже окей. Вот. Из таких, наверное, ключевых инсайтов, которые мне очень зашли и понравились. То есть первое, это очень важно понимать, что тебе нравится, неважно, это детство, более взрослый период жизни, и обязательно идти по этому зову. Может быть, не сразу же погружаться, но рассматривать это как-то в параллели. Второй важный момент — это про то, что мне понравилась тема, что вы с партнером обсуждали дальнейшее будущее, он тебя поддержал. И мне кажется, вообще одна из самых главных вещей — это чтобы твой партнер, родители, в общем, те, кто рядом с тобой, они тебя поддерживали в твоих начинаниях. Для меня стало классным инсайтом это то, что художество — это не такая, скажем, рисковая профессия. Вот, то есть здесь тоже есть своя predictability, и вполне все классно и системно работает. И мне кажется, вот то, что ты рассказала, у тебя, по сути, есть своя система. И в любой работе, если ты выстраиваешь вот эту систему под себя, она может классно и эффективно работать. И, наверное, 2 еще ключевых таких инсайта, для меня, по крайней мере, это про навыки, что в первую очередь важны навыки, а потом уже то, как ты будешь называть свою работу и называть свою профессию, особенно в нашем текущем мире. Мне понравилась еще история про твою первую выставку. Про то, что, наверное, то, что мне запомнилось, это то, что на переживание сил уже не осталось, поэтому нужно делать так классно, чтобы переживать уже было некогда. Спасибо. Ты очень здорово упомянула, что
Если бы ты знала весь свой путь, который ты пройдешь, когда ты училась, и потом уже как становилась художницей, то ты бы не смогла. Поэтому, мне кажется, очень важно часто не думать, а как же будет через 5 лет, а просто идти, слушать себя и следовать вот этому такому посылу. Ну и, конечно же, вот про границы, мне кажется, это золотое правило. Это вот мы тоже обязательно вынесем это, потому что это очень помогает. Я добавлю здесь одну притчу, которая на самом деле очень хорошо работает, мне кажется. А в данном случае то, о чем я рассказывала при поступлении, притча заключается в том, что существовал народ, и рядом была гора, и никто никогда не мог перелезть через эту гору. И кто бы ни старался, ни пытался, у него не получалось. И вот однажды один человек, он начал это делать, и его все останавливали, он продолжал это делать. И в итоге он сделал это, он перелез, но когда у него начали спрашивать, как же тебе это удалось, он ничего не смог ответить, потому что он оказался глухим. Он просто не слышал то, что ему говорили. Вау. Поэтому надо не слушать никого, двигаться в том направлении, в котором ты хочешь двигаться, и ничего не бояться. Здорово, Оксана, спасибо тебе большое отдельно за притчу и отдельно за честный такой красивый глубокий разговор. Да, Вам спасибо большое. Да, Оксана, ты на самом деле огромный пример, как вообще не бояться, пробовать, слушать себя, свою женскую интуицию и делать то, что хочется. И неважно, не надо искать причины. 3 детей, переезд, нет денег или еще что-то. Все всегда спланируется, найдется, решится. Главное следовать тому, что хочется. Потому что... И не слушать других. Да, и не слушать, и не слушать. Спасибо большое. Спасибо вам, что вы меня позвали. Мне было очень приятно. Спасибо. Да, мы напомним всем, что подписывайтесь обязательно на наш YouTube и Spotify. Вот, скоро, конечно же, будут новые выпуски. Оксана, спасибо тебе огромное. Мы очень рады были сегодня пригласить тебя в гости и послушать твою интересную историю. И отличного дня, и обязательно будем ждать список того, с чего стоит начать свое погружение в искусство. Обязательно. Спасибо большое. Всем пока.